Если я попрошу вас назвать самый интересный город Франции, то, скорее всего, вы ответите «Париж». Задая я вопрос про Италию, вы скажете «Рим». Но как только разговор заходит про Испанию, то вспоминается вовсе не столица, а именно Барселона. Меня зовут Маша, и это вторая часть моего большого обзора Барселоны. Поэтому, если вы еще не посмотрели первую часть, то настоятельно рекомендую начать просмотр именно с нее. В первой части обзора мы познакомились с городом, выбрали оптимальный район для проживания и немного прогулялись по Барселоне, где успели посмотреть легендарные дома Гауди, парк Цитадель и умопомрачительный готический квартал. Но как только мы перекусили вкуснющими каталонскими блюдами и решили прогуляться по улице Ла Рамбла, видео пришлось прервать. Ну что ж, самое время переместиться назад на площадь Каталонии и продолжить наше путешествие по Барселоне. От площади Каталонии начинается самая оживленная, самая пешеходная и самая распиаренная улица Барселоны – Ла Рамбла, и наше знакомство с ней начинается вот с этого интересного питьевого фонтана. По легенде, кто выпьет из этого фонтана, влюбится в Барселону навсегда. Не знаю, есть ли смысл делать это мне, но закрепим. Да, я люблю этот город. Кстати, Барселона, как и Рим, славится своим качественным водопроводом. Поэтому, если посещаете город летом, то есть смысл прихватить с собой пустую бутылочку. Все же круто, когда муниципалитет заботится о гостях города. В Барселоне продумано все до деталей. Вот эта вот маленькая емкость – это для животных. Фонтан Каналетес появился здесь еще в конце XIX века и достаточно быстро стал любимой локацией для встречи горожан, а улица, где он расположен, сердцем молодежного отдыха. Лично мне Ла Рамбла понравилась. На улице одинаково интересно прогуливаться как в дневное, так и в вечернее время суток. Здесь сконцентрировано множество развлечений и достопримечательностей. Не сходя с одной улицы, вы можете перекусить, обзавестись сувенирами или даже, чем черт не шутит, сходить в музей. Но до музея мы с вами еще успеем дотопать. А пока давайте обсудим, что это за хитрая улица такая Ла Рамбла и с чем ее едят. Правда, технически это не одна, а целых 5 улиц, перетекающих одна в другую. Но не будем придираться. Для туристов эта роли все равно не играет. В средние века на ее месте текла река Рамбла, которая впоследствии и дала имя улице. Постепенно вдоль ее берегов стали вырастать всевозможные строения, а когда река пересохла, ее превратили в популярную пешеходную диковинку. В наши дни о прошлом улицы напоминает лишь ее фирменная плитка с узором, символизирующим когда-то текущую здесь реку. Ой, я же совсем забыла рассказать вам про уличную плитку. Как ни странно, но в Барселоне это настоящий фетиш. Подобное я встречала разве что в Софии, но в Барселоне все еще интереснее.
В начале 20 века, когда город начал активно расширяться, новые элитные кварталы стали вырастать как грибы после дождя. Дома росли, а асфальтирования нет. Как результат, вся эта элита города была вынуждена добираться домой прямо через лужи грязи, из-за чего быстро стала посмешищем для горожан. Барселона приобрела свое новое прозвище – «Город грязи». Решением проблемы стала та самая плитка «Эль Панот». Это небольшой бетонный брусочек весом 1,5 килограмма. Производить и укладывать такую можно было быстро, дешево и в огромном количестве. Всего было разработано 18 разных узоров. Один из них придумал даже сам Гауди. Вот этот хитрый шестигранник с бесконечным узором как раз его творение. Но самым популярным среди горожан стал узор «Цветок Барселоны», и теперь его повсеместно используют как отдельный бренд. Его можно встретить на брелках, украшениях, шоколаде и даже в качестве тату. А когда Олимпийский музей попросил у городского совета Барселоны прислать им на память какой-то символ города, то каталонцы отправили им по почте квадратный метр тротуара с таким узором. Но хватит про плитку. Я же обещала вас в музей сводить. На Ла Рамбле найдется их несколько. Есть вот, например, неплохой музей восковых фигур. Миленько, но скучновато. Давайте выберем что-нибудь поинтереснее и пооригинальнее. Главное, деток от экрана подальше уберите, ведь для их родителей на Ла Рамбле найдется весьма любопытное заведение – музей эротики. Билет не очень дорогой – 13,50 евро. В качестве бонуса получаем в подарок бокальчик испанской кавы. Нет, не кофе. Кава – это такой испанский аналог классического шампанского. В музее представлено более 800 экспонатов. Есть, конечно, и шуточные, но большинство исторические и позволяют проследить эволюцию эротики в различных цивилизациях. Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Да, я помню, что в Советском Союзе секса не было, но вот в других странах, как ни странно, он был. Есть тут экспонаты из Японии, Индии, Египта и, само собой, из Древнего Рима. А вот и уже знакомая для нас экспозиция из Помпеи. Да-да, тот самый знакомый нам по Неаполю улыбчивый козлик. А еще тут найдутся различные эротические наряды, аксессуары и всякие хитрые приспособления, как на батарейках, так и без них. Старинные фильмы, статуи, рисунки и даже картины известных художников, таких как Пикассо и Миро. В общем, каких тут зрелищ только нет. А что туристу прикажете подавать в приправу к зрелищам? Правильно, хлеба. И найти его можно прямо напротив музея, в настоящем гастрономическом раю – рынке Ла Бакерия. Ну, возможно, когда-то здесь и был обычный рынок, но по сути это было давно и неправда. Тут, конечно, все еще можно найти лотки с овощами и свежевыловленной рыбой, но это скорее редкость. Да и вообще, во всех этих моллюсков хорошо бы еще чем-то потыкать. Не удивлюсь, если бутафория. А он живой. Живой. Свежая. Максимально. Ну ладно, не бутафория. Но, повторюсь, это скорее редкость. Сейчас рынок все больше стал напоминать собрание экстравагантных фудкортов и всевозможных лавок со съедобными сувенирами. Поэтому на этот рынок заглянуть стоит любому туристу, а не только тем, кто запланировал закупиться продуктами. Внутри найдется множество магазинчиков, предлагающие всевозможную уличную еду и закуски, которые отлично подходят для того, чтобы ими можно было полакомиться на ходу, не отрываясь от прогулки по городу. Помимо классических фруктов, сэндвичей, мясных нарезок и куриных крылышек, здесь можно встретить и более нестандартные деликатесы. Вот даже куриный попкорн имеется. Ну и, конечно же, здесь легко можно прибарахлиться классической испанской закуской – хамоном.
На рынке просто жуть как много ларьков, которые специализируются на всевозможных его вариантах. Он тут найдется любых сортов и видов. Купить можно как маленькую нарезочку, так и огромную лапищу. Не любите солененькое? Тогда, возможно, вы захотите побаловать себя сладеньким. Чуррос – это такая сладкая испанская обжаренная сосиска из теста, которая выдавливается из формы звезды и после обжарки дополняют всевозможными вкусняшками. Также неплохой идеей будет прикупить в дорогу парочку местных барселонских пирожков. Простенько, но достаточно вкусно. А вот если желаете отведать более изысканных сладостей, тогда рынок – это, пожалуй, не тот случай. Лучше всего будет заглянуть в одну из известных городских кондитерских. Например, в кондитерскую «Хоффман», которую мы пробегали недалеко от парка Цитадели. Она специализируется на изысканных и красивых и вкусных пирожных. Тут точно любой сможет подобрать себе вкусняшку. Ну а если вам хочется отведать каких-нибудь уж совсем нестандартных деликатесов, тогда рынок Ла Баккерея – это отличное место для дегустации. Пожалуй, крутым развлечением для посетителей рынка является возможность отведать всевозможных хитрых и не только морских штучек, чем мы с вами прямо сейчас и займемся. Она стала растет. Окей, I want this. Yeah, так. It's first in my life. Для начала давайте проверим, какой он на вкус, испанский морской ежик. Кушает только икру. Я вначале попробую без лимона. Вкусняшка. Слезы видно в кадре? €5. Чем-то похоже на сыр торблю. Но хотите. Надо больше лимона, с удовольствием. Следующим деликатесом в нашем суровом меню станут персебес или морские уточки. Так, ну что? Это парсебес, так его и называют. Он приготовлен уже. Он не приготовлен, он сырой. Просто вареный. Ну, не за 10 евро, как бы. В общем, как это кушать, она показывала Рома. Штуку надо подорвать. Потом полить лимоном. Я готова делиться. Это вкусно всегда. Не могу сказать, что все эти экстравагантные морские жители способны заменить вам полноценный ужин, но раз в жизни определенно их стоит попробовать. Ну а если для морских экспериментов вы пока не созрели и вам охота попробовать чуть более классических барселонских закусок, то добро пожаловать в мир тапас. Тема тапас не раскрыта, будем ее раскрывать. По сути, тапас – это любая малая закуска. Почти все то, что мы видели в павильонах на рынке. Должна признать, традиция тапасов у испанцев вышла достаточно интересная. Прогуливаясь по городу, не всегда хочется надолго останавливаться в ресторанах. А вот тапас – это крутая альтернатива, которую, как правило, предпочитают употреблять с увеселительными напитками. Впервые испанские тапас появились на свет еще в 13 веке, и причина их появления достаточно оригинальная – борьба с пьянством.
В то время, когда знать предпочитала употреблять винцо под богато заставленные яствами столы, простой народ довольствовался хмелем без какой-либо закуски, что благоприятно сказывалось на быстром охмелении дегустатора. Вместо того, чтобы объявить сухой закон, король Альфонсо Мудрый предложил оригинальное решение проблемы. Он обязал законом трактиры продавать увеселительные напитки исключительно вместе с обязательной бесплатной закуской. Ну а так как заведения не горели желанием раздавать на шарик большие порции блюд, то размерами подобной закуски клиентов особо не баловали. Наливая в баре бокал напитка, трактирщик накрывал его сверху небольшим бутербродом-закуской в виде вот такой вот крышечки и передавал клиенту. Поэтому тапос в переводе и означает «та самая съедобная крышечка», благодаря которой в Испании и появилась столь замечательная традиция подавать к напиткам разнообразное меню вкуснющих миниатюрных закусок. Тапосы бывают очень разными. Это и классические бутерброды на кружочках багета, и куски тортили, пирога или омлета. Это порции оливок, кальмаров или овощей. Корзиночки, тарталеточки, трубочки с начинкой и мясная нарезка – это все тоже тапосы. Разнообразие форм тапосов, по сути, ограничены исключительно фантазией ее творца. Поэтому, посещая барселонские бары, я бы не советовала зацикливаться на одном конкретном виде закуски. Лучше довериться судьбе и побаловать себя чем-то новеньким, оригинальным. Тапосов существует бесконечное множество различных вариаций, но вот некоторые из них вы обязательно должны попробовать. Итак, я заказала классический набор тапос. И если вы не знали, что такое тапос, то тапос – это классическая закуска, перекус. И он не обязательно будет выглядеть так, как вы себе его придумали. Это классический набор тапос. Итак, мне принесли пан каталана, пататас бравос и, конечно же, хамон. В целом, все очень просто. Про последний рассказывать особого смысла не вижу, хамон да и хамон, а вот про остальные два давайте немножечко расскажу. Пан каталана или же хлеб по-каталонски – это большой хлебный ломтик деревенского хлеба, натертый с солью, помидором и оливковым маслом. Хлеб должен быть обязательно поджаренный до хрустящей корочки, чтобы об него было удобно натирать томат. Ну а второй классический тапос – это пататас бравос. И здесь опять же нет ничего сложного. Картошка, нарезанная небольшими кубиками, которые обжаривают в оливковом масле и приправляют острым соусом сальса браво. Быстро, просто и безумно вкусно. И не забудьте заказать к набору тапос бокальчик местного разливного пива. С ним вкус закуски раскрывается намного качественнее и интереснее. А то если закажете сангвию, то дополнительные закуски могут уже оказаться и лишними. И попил, и закусил. Но, помимо замысловатых тапос, Барселона способна побаловать вас еще одним более хитрым видом закусок – пинчос. По сути, это те же самые тапос, но с парочкой фундаментальных отличий. Во-первых, если тапос исторически был задуман как бесплатная закуска, то пинчос – это изначально хорошо продуманное платное блюдо. Ну а во-вторых, отличительным элементом пинчос является та самая шпажка, элегантно пронзающая изысканный бутерброд. Пинчо по сути так и переводится – палочка. Помимо банального скрепления бутерброда, у шпажки найдется еще одно предназначение. Когда вы запросите счет, то бармен не станет сверять свои записи, а просто пересчитает оставшиеся на тарелке пустые шпажки. Но ведь гениально! Так, думаю, с учетом сказанного в обоих видео, на этом тему барселонской кухни можно смело закрывать. И раз мы с вами уже забрались в район Эль-Раваль, где, собственно, и находится рынок Ля Букерия, то предлагаю немножечко по нему прогуляться. Кстати, а вы же в курсе, что это самый криминальный район Барселоны? А раз так, то давайте эту самую криминальность и обсудим. Должна сознаться, в Барселоне действительно существует преступность.
Да, она есть, как и в любом другом городе на планете. И если отбросить те байки, которые можно начитаться в интернете, то окажется, что на самом деле никакого серьезного криминала в Барселоне не бывает. Грабежи, разбой и уж тем более стрельба – это все то, чего вы точно не встретите, прогуливаясь по улочкам Барселоны. Не Латинская же Америка, в конце концов. И райончик Эль-Раваль, в котором мы очутились, также по факту самый обычный. Архитектура и контингент здесь, конечно, попроще, чем в центре, но на этом все. Обычный, жилой, не очень богатый район. Да, фэшенебельностью центра здесь и не пахнет, но вот атмосфера у места просто потрясающая. Пожалуй, что-то она мне напоминает. Но вот такой антураж невольно отсылает нас уже к знакомым испанским кварталам в Неаполе. По сути, единственный криминал, с которым может столкнуться турист в Барселоне, это карманники. Но вы будете слишком наивны, если предположите, что в других многолюдных туристических городах их нет. Ладно, может быть, в Барселоне их чуток побольше, но не так, чтобы принципиально. Виной тому лояльные испанские законы, которые привели сюда толпы иммигрантов. Правда, если вы соблюдаете хотя бы базовую осторожность, то никаких проблем у вас во время поездки не возникнет. Это я вам говорю как человек, который оббегал весь город вдоль и поперек наперевес 2 камерами и дроном в придачу. Да и с карманниками ситуация не стоит на месте. Для борьбы с ними барселонская полиция в последние годы предприняла ряд кардинальных мер. К стандартным автомобильным патрулям добавили дополнительные мобильные группы и даже скрытых агентов в штатском, которые довольно шустро реагируют на любую возникшую угрозу. Лично я загремела в полицейский участок буквально через 10 минут после того, как подняла в воздух дрон в центре города. Так что работают парни реально шустро. Ну и самая страшная опасность, которая подстерегает туриста на улицах Барселоны, это шанс остаться без денег при встрече с теми самыми незаконными эмигрантами. Их тут пруд-пруди. И соблазн прикупить чего-нибудь на их мобильных раскладках достаточно велик. Подобных предпринимателей в Барселоне настолько много, что у их бизнес-модели даже появилось отдельное название – парашютисты, ну или одеяльщики. Правда, сниматься парни не любят, поэтому за качество кадров уж извините. Работает их мобильная бизнес-модель так. Парнишка раскладывает весь свой товар прямо на пол на заранее заготовленное одеяльце, к углам которого приделаны специальные веревочки. Как только в зоне действия радара появляется полицейский, легким движением руки наш передвижной бутик превращается в элегантный мешочек, с которым так удобно дряпать от приближающихся стражей порядка. Как раз за эти хитрые одеяльца местные и прозвали напористых коммерсантов парашютистами. Ну а пока мы тут с вами занимались барселонским бизнес-тренингом, я успела дотопать до еще одного проспекта Рамбла, где установлена одна интересная, упитанькая статуя. Тот самый бонусный котик, про которого я обещала рассказать вам в первой части видео – El Gat de Botero. А кот этот непростой. Он немножечко волшебный. Как правило, у этого кота люди просят удачи в делах. Я, правда, не знаю, что ему надо потереть, усики или, быть может, бубенец. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это скульптура известного живописца Фернандо Ботера, визитной карточкой которого стали как раз упитанные фигуристые скульптуры. Изначально кота разместили в парке Цитадели, потом какое-то время он пожил на холме Монджуик, а теперь вот нашел себе новый дом в районе Эль-Раваль. Кстати, адресок котика вы себе, пожалуй, сохраните. Что-то мне подсказывает, что он нам еще сегодня пригодится. Эти бубенцы тоже натертые, да? Ну ладно. Успех в делах очень важен. Ну а если вы вдруг уже успели соскучиться по Гауди, то по пути назад посоветую обратить внимание на вот слегка мрачноватое здание – Дворец Гуэля. Дворец стал первой большой работой великого мастера, благодаря которой он, собственно, и смог заявить о себе миру.
Плодотворная работа над зданием в итоге достаточно сильно сдружила Антонио с заказчиком Эусеби Гуэлем. Их совместные проекты в итоге подарили городу не один великий шедевр. Для дворца Гауди спроектировал необычайно изысканную кованую решетку, красивую красочную крышу и еще много интересных элементов интерьера. Билет недорогой – 12 евро. Ну а если вы захотите полюбоваться Гауди бесплатно, то и для вас в Барселоне найдется местечко. По обратную сторону Ла Рамблы в небольшом переулке запряталась красивая и помпезная площадь – Плаца Реял или же Королевская площадь. Элегантную атмосферу дорогих строений Королевской площади прекрасно дополняет фонтан, пальмы и вот эти уличные фонари. Это одно из самых популярных и оживленных мест Барселоны, которое максимально раскрывается в вечернее время суток. После захода солнца размещенные по периметру кафешки оживают, и сама площадь наполняется молодежью. Особое внимание туристов привлекает расположенные по центру площади два необычных фонаря, увенчанные крылатым шлемом и драконами. Их спроектировал молодой Антонио Гауди в качестве своей экзаменационной работы. Тогда ему было всего 26 лет. Об авторстве их создателя до сих пор можно узнать из этих старинных табличек. Ну а от площади мы продолжим нашу прогулку к морю, по знакомой уже нам Ла Рамбле. Ой, кстати, я же забыла вам рассказать о еще одной визитной карточке улицы. Это легендарные живые статуи. Правда, из-за буки коронавируса в Барселоне их осталось не так много, но самые интересные по-прежнему на месте и готовы радовать прогуливающихся здесь туристов. А устроены эти развлечения так. Подходите к любой из статуй, опускаете монетку в специальную коробочку, и тут бац, происходит магия. Статуи оживают и начинают свой магический танец. Дон Кихот посвятит вас в рыцаре. Инопланетяшечка перетянет вас на темную сторону и сподвигнет на самые смелые приключения. Ангел снимет любое проклятие и заговорит вас на прекрасное путешествие. А дракон? А дракон просто ворчун. Миленький, но все равно ворчливый. Кстати, на этих редких кадрах вы можете увидеть, как какой-то смельчак разделывает тушку того самого ворчливого дракона. Ну а если без шуток, то, как оказалось, звание живой статуи в Барселоне еще и заслужить надо. Далеко не каждый может просто так встать и начать работать на самой главной улице города. Требуется иметь специальное образование, пройти собеседование и получить специальное разрешение. Вот такое оно, уличное искусство Барселоны. Цепочка на месте. Ну а помимо живых статуй на Ла Рамбле найдется еще одна. Правда, она чуточку повыше, метров эдак на 60. Памятник Колумбу появился здесь в далеком 1888 году по случаю все той же всемирной выставки, подарившей Барселоне арку и парк Цитадели. Барселонцы хотели удивить прибывшую на выставку мировую элиту, включая самого президента США Гровера Кливленда, и в целом им это удалось. Из всех 60 памятников Колумбу, раскиданных по всему миру, тот, что установлен в Барселоне, является самым высоким и самым значимым. Его разместили здесь, на берегу моря, не просто так. Именно сюда Христофор прибыл, открыв Америку, чтобы доложить королю Фердинанду о своем путешествии. Интересно, что, оказывается, Колумб-то этот не холостяк. У памятника имеется весьма внушительная и влиятельная вторая половинка. В 1992 году в 40 километрах от Лас-Вегаса прошла официальная процедура бракосочетания, в результате которой бронзового мореплавателя поженили на статуе свободы.
Благо, в Неваде подобные браки разрешены законом и полностью легальны. Памятник представляет из себя сложную скульптурную группу с 4 львами у основания. В середине конструкции размещена колонна, увенчанная бронзовым шаром, на котором восседает Колумб, указывающий куда-то вдаль своим внушительным пальцем. Кстати, палец этот не простой, а с секретиком. Во-первых, чтобы подчеркнуть важность момента и улучшить видимость Земли, создателю пришлось отойти от анатомических правил и сделать этот самый палец значительно больше, чем положено. Если бы статуя была реальным человеком, то указательный палец был бы длиной 35 сантиметров. А во-вторых, людей уже много десятилетий мучает вопрос, куда же все-таки указывает этот палец? Ну вот, в прошлом веке это, быть может, и было проблемой, но мы-то люди современные, а потому давайте-ка проверим. В общем, прибегнув к хитрым внеземным измерениям, а именно Google картам, я тут прикинула, что, оказывается, показывает старина Колумб вовсе не на Америку, а на Африку. Любители теории заговора даже успели сплести не одно хитрое тому объяснение, но реальность, как всегда, намного скучнее. Палец Колумба на самом деле просто указывает в море, в котором, собственно, и началось его приключение. Поэтому никаких тайн и мистики в статуе Колумба на самом деле нет. А что есть? А есть лифт и крутая смотровая площадка, на которую, кстати, можно забраться. Причем лифт этот не простой, а исторический. Это самый первый лифт, установленный в Барселоне. Правда, первый блин, как говорится, комом. Во время торжественного открытия он застрял, причем вместе с тогдашним мэром Барселоны, который его, собственно, и открывал. Но не переживайте, развалюху ту уже давно поменяли, а потому можете смело подниматься. Всего 7 евро, и весь город окажется у ваших ног. Правда, обзор здесь немного ограничен маленькими окнами, но если у вас вдруг найдется под рукой волшебная камера, то его можно будет значительно улучшить. С вершины можно полюбоваться портом, проплывающими на горизонте лайнерами, оживленной Ла Рамбла и старинной верфью Барселоны, в которую вам тоже нужно обязательно заглянуть. Морской музей открылся в Барселоне в 1936 году в старом здании Королевской верфи. По его просторным залам можно бродить целый день. Здесь найдутся макеты кораблей в натуральную величину, старинные экспонаты, миниатюрные модели, а также разнообразные электронные стенды. Но самыми интересными экспонатами музея, пожалуй, является точная копия галеры Реал, да реплика одной из самых первых подводных лодок в мире – Ихтинео-1. Да, барселонская лодка не была самым первым аппаратом, спущенным под воду, но именно она сформировала стандарты и принципы построения современных подводных лодок, за что ее создатель, Нарсис Монтуриоль, был удостоен множества наград, а на проспекте Диагональ в честь его творения даже установили бронзовый монумент. Ну а если хотите еще поглубже погрузиться в морскую тематику, то вам стоит обратить внимание на пришвартованные напротив музея прогулочные корабли «Лес Голандринес» или «Ласточки». Забравшись на борт, вы совершите небольшое увлекательное путешествие по морскому побережью Барселоны и сможете полюбоваться городом, отдыхая на борту современного быстроходного корабля. Но не спешите тратить ваши денежки, покупая билет. Наша пешая прогулка по Ла Рамбле еще не закончена. Плюс я знаю один хитрый лайфхак, как можно покататься на этой лодочке буквально бесплатно. А потому давайте продолжать прогулку. Хитрость Ла Рамблы в том, что, дойдя до моря, улица не заканчивается. Тут начинается последняя, 5-я часть улицы – Рамбла де Мар, по которой туристы могут попасть непосредственно на старую городскую пристань, которая по совместительству является последней топ-локацией на нашем пешеходном маршруте. Это Порт Вэлл.
Порт Уэлл, по сути, это огромный инфраструктурный комплекс, в котором найдется множество интересных для туриста объектов. Тут вам и прекрасная набережная, и прогулочные лодочки, и полноценный торговый центр. Но начнем мы наше исследование все с той же Ла Рамблы, которая в порту из обычной наземной улицы плавно превращается в морскую. Ну а чтобы шныряющие по ней человечки не мешали движению судов, центральную секцию улицы оборудовали раздвижным мостом, открытие которого, по сути, становится отдельной развлекушкой для туристов. В конце улицы нас будет ждать еще неплохой торговый центр, а за ним одно интересное особенное здание. И если вы путешествуете с детишками, то вам точно стоит сюда наведаться. Океанариум Барселоны является одним из самых больших в Европе, и это самый настоящий рай для детворы. Медузы, пингвины, аскалоты, акулы и, конечно же, множество разнообразных рыбок. Здесь аж целых 35 аквариумов, в которых обитает более 11 тысяч всевозможных морских тваринок. Множество познавательных материалов, развлекательные зоны, кафе и магазин – все это будет ждать вас в океанариуме Барселоны. Лично мое чадо сложнее всего было оторвать от зоны с пингвинами. Эти милые шустрые птички собирают вокруг себя настоящие толпы малолетних поклонников. Второй волны восторга удосужились местные рыбки, которых можно покормить в нескольких открытых бассейнах, размещенных на втором этаже комплекса. Ну а мне больше всего понравилась прогулка по подводному 80-метровому тоннелю. Становишься на подвижную дорожку, и она плавно тянет тебя сквозь огромный аквариум, кишащий разнообразными морскими обитателями. Действительно крутые эмоции. Как будто идешь по морскому дну, а над головой проплывают жители подводного мира. В общем, если заинтересовались аквариумом, то мотайте на ус обещанный лайфхак. В Барселоне очень хорошо развита концепция комплексных билетов. В данном случае это океанариум плюс ласточка. При покупке такого комплексного билета прогулка на корабле вам обойдется в 2 евро, что в 5 раз дешевле, чем если вы решите купить каждый билет отдельно. Ну а после того, как вы вдоволь нагуляете детей по морскому царству, я бы порекомендовала отправиться на прогулку по широкой и красивой набережной Барселоны. Днем здесь можно полюбоваться несколькими интересными статуями, а по ночам тут кипит бурная и горячая ночная жизнь Барселоны, которая особенно прекрасна в теплое время года. В общем, прогулки по барселонской набережной вам точно понравятся. Не верите мне? Спросите Шакиру. Ведь именно ее она избрала для съемок клипа на песню «Лока». Сбежались посмотреть на эту жгучую красотку, наверное, с полгорода. Правда, за все это безумство Шакире в итоге впаяли аж целых 3 штрафа. Кататься без шлема нельзя, снимать видео без разрешения нельзя, купаться в фонтане тоже нельзя. Не могу сказать, что эти штрафы оставили певицу без штанов, но все равно достаточно прикольная практика. Кто там рассказывал, что в Барселоне полиция не работает? Вон, посмотрите, даже звезду оштрафовали. Ну и, конечно же, летом никак нельзя не наведаться на местный пляж. В Барселоне их найдется аж 9 штук. Самый первый и самый популярный – это Барселонета, а самым чистым считается пригородный пляж Сиджес. Но самое веселое, что всего этого многообразия пляжей еще 30 лет тому не существовало. Их соорудили специально для Олимпиады только в 1992 году.
До этого периода морская линия Барселоны была отдана на откуп для портов и производства. В наши дни ситуация совершенно иная. Летом очень круто выделить часть поездки для неспешного, поваляшного отдыха на местных городских пляжах. Но что меня удивило, что даже зимой эти пляжи не становятся безлюдной зоной. То тут, то там на песочке встречаются влюбленные парочки, молодежные компании и даже целые семьи, которые выбрались к морю для проведения пикника. На пляже можно поиграть в волейбол, поразглядывать огромных песчаных огнедышащих драконов, позаниматься спортом, да и вообще тут в целом найдется чем заняться. Вот только поплавать зимой, жаль, нельзя. Хотя, а что если можно? В общем, если вы совершенно случайно окажетесь на пляже Барселонетты 1 января в 9 утра и у вас все по той же случайности окажется при себе купальник, то поплавать вам точно удастся. Каждый год 1 января жители Барселоны ходят на пляж, где происходит одно шумное, спортивно-оздоровительное и очень веселое мероприятие – первый заплыв года. И если в обычный зимний день залазить в воду вам вряд ли захочется, то вот 1 января после бурного празднования и шумной ночи окунуться в море в компании столь активной и веселой толпы – это достаточно крутое решение. Я это сделала! Вот такая необычная традиция в Барселоне 1 января. Эта веселая традиция зародилась в Барселоне в 1996 году по инициативе местного акваклуба Natatio Athletic Barceloneta. Отличная возможность весело провести время и немного потренировать свое здоровье. Барселона, конечно же, южный город, но на дворе январь. Поэтому температура водички ни много ни мало, а всего 13 градусов. Поплавать, конечно же, можно, но на долгий заплыв не рассчитывайте. Немного окунулись и дальше в путь. И на этой веселой нотке вынуждена вам сообщить, что так как здесь в море городская черта заканчивается, то это означает, что наша пешеходная прогулка по Барселоне торжественно подошла к концу. Правда, не спешите радоваться. Наш обзор Барселоны все еще в самом разгаре. Просто для дальнейшего путешествия нам придется перебраться в небеса. Поэтому давайте скорее одеваться и полетели. Самое сложное в этом квесте – это теперь здесь переодеться. Ну а в небеса мы будем добираться вполне классическими методами. На лифте, который забросит нас на верхнюю станцию канатной дороги. Портовая канатная дорога Барселоны – это, по сути, отдельный крутой аттракцион для туристов и передвижная смотровая площадка в одном флаконе. Впервые вагончики стали курсировать над портом Барселоны в 1931 году. Соорудили ее, конечно же, ради очередной всемирной выставки. И вот, по моим ощущениям, за все 100 лет существования реставрировали ее нечасто. Из-за чего уходить в пятки в ваше сердце начнет еще на стадии посадки в лифт. А уж когда ваш вагончик взмоет в небо, пролетая над оживленным портом на высоте более 100 метров, то ощущения становятся вовсе непревзойденными. Не видите ничего страшного? Это вы просто «Птичий короб Барселона» не смотрели. После этого фильма залазить в вагончики вам будет не так весело.
Но в целом, прогуливаясь по барселонским холмам, не особо удивляйтесь, если локации покажутся вам знакомыми. Места настолько живописные, что все они не раз попадали под прицелы кинематографа, но об этом позже. А пока давайте вернемся к канатной дороге. Длина канатной дороги 1292 метра, а сам полет занимает всего 10 минут. Но я однозначно вам рекомендую воспользоваться этим специфическим транспортным средством. С такой высоты весь город смотрится как на ладони. Это, конечно, не первая и не последняя из наших смотровых площадок, но она уж точно самая-самая оригинальная. К тому же забрались мы в этот детектор храбрости не просто так, а с вполне практичной задачей. Билет в один конец доставит вас из порта к одной из самых красивых локаций города – горе Монжуик, с которой 2000 лет назад и началось основание Барселоны. И давайте сразу оговоримся. Классическая пешая прогулка по городу у нас уже закончилась там, в порту. Наше путешествие на Монжуик, как и все последующие локации, это уже совсем другая история, и выделять на каждую из подобных удаленных достопримечательностей лучше отдельный день. На горе найдется множество интересных туристу объектов, и все показать вам сегодня будет достаточно накладно, поэтому лишь кратко пробегусь по самым основным. Во-первых, это, конечно же, огромный олимпийский комплекс. Все дело в том, что именно Монжуик был выбран местом для проведения Олимпийских игр 1992 года, благодаря чему окружающее комплекс пространство попало под масштабную реновацию. Здесь разбили парки, установили памятники и создали множество красивых мест для отдыха. Самыми крупными объектами комплекса являются Олимпийский стадион и стильная неофутуристическая телебашня, которая по сути больше напоминает статую, чем инфраструктурный объект. Ее высота составляет 136 метров, и соорудили ее специально для трансляции Олимпиады. Хитрая форма строения олицетворяет собой спортсмена, несущего олимпийский огонь. Второй интересной локацией я бы назвала местную крепость, которую возвели еще в 1640 году. Благодаря нескольким масштабным реконструкциям она достаточно неплохо сохранилась до наших дней. В серьезных боях она особого участия не принимала, а вот в научных изысканиях успела засветиться. В 1792 году представители Французской академии наук использовали данную крепость, чтобы рассчитать расстояние от Северного полюса до экватора по дуге меридиана между Дюнкерком и крепостью Монжуик. Одна 40-миллионная часть этого расстояния впоследствии станет эталоном измерения по всему миру, и сейчас она известна нам под названием 1 метр. Кстати, обратили внимание, что все пушки в крепости какие-то слишком современные, как для столь древнего объекта? А знаете, куда делись все классические, старинные? В XIX веке бронзовые пушки с крепости были переплавлены в ту самую 30-тонновую статую Колумба, которой мы уже успели полюбоваться на набережной. Но даже если вы не захотите заходить внутрь крепости, то обязательно прогуляйтесь вдоль ее стен. С высоты открывается прекрасный вид на проплывающие корабли и порт Барселоны. Между прочим, местный порт – это самый большой и оживленный круизный порт во всей Европе и 4-й по загруженности в мире. Каждый год миллионы туристов посещают Барселону, прибывая на круизных лайнерах именно в этот порт. Кстати, если не любите пешие прогулки, то на Монжуике для вас найдется еще одна канатная дорога, верхняя станция которой как раз находится возле крепости. Ну а третьим интересным объектом, как ни странно, я бы выбрала кладбище, или, как его называют местные, город мертвых. Эта локация – настоящий музей под открытым небом. Старинные скрепы и мистические фигуры в готическом стиле в сочетании с почти полным отсутствием посетителей создают необыкновенный эффект. Как будто попадаешь в таинственный потусторонний мир. Четвертая же локация Монжуика в противовес предыдущей скорее понравится вашим детям. Испанская деревня.
Это небольшой искусственный архитектурный комплекс, призванный показать туристам, как была обустроена жизнь в испанских городах пару веков тому. Ее улочки заполнены копиями известных реальных испанских зданий, иногда в уменьшенном виде, а иногда в натуральную величину. В целом вся деревня напоминает декорации к какому-то фильму. Настолько хорошо создателям удалось передать образ старого города. Наверное, именно из-за этого деревню и избрали для съемок финальной сцены уже знакомого нам фильма «Парфюмер». Буквально и переделывать ничего не пришлось. В общем, местечко, как вы понимаете, достаточно кинематографичное. Тут проводят мастер-классы, устраивают конкурсы, а также продают все возможные сувениры. Дон Кихот и Санчо Панчо. Уверена, это они. Кстати, а вы знали, что единственный реальный город, упомянутый в Дон Кихоте, это Барселона? И раз я уже заикнулась про интересные факты, то давайте поговорим про интересные каталонские традиции. Если вы ищете какой-нибудь сувенир из Барселоны, то неплохим выбором будет прикупить КГНР. Этот какающий мальчик является неотъемлемым элементом местного Рождества. Такие фигурки размещают в рождественских вертепах недалеко от фигурки Иисуса. По легенде, оригинальный персонаж появился здесь еще в дохристианские времена и сулил жителям плодородие. Когда в Каталонию пришло христианство, то церковнослужителям ничего больше не оставалось, как смириться с существованием КГНРа, который впоследствии стал обязательным гостем на любом рождественском праздновании. Экстравагантность фигурки не отпугнула каталонцев, а наоборот, вызвала интерес. Со временем традиция стала настолько популярной, что теперь в таком виде стали изображать всех, кого не лень, от супергероев до президентов и медийных звезд. Еще одна традиция Каталонии – это кагатио. Это такое себе украшенное бревно, которое дети в рождественские праздники бьют палками и таким образом принуждая его испорожняться подарками. Вот Каталония и ее традиции. Ну вот что-что, но чтобы подарки вместо Санта-Клауса детям выкакивало рождественское бревно, я себе такое даже представить не могла. Вначале бревно положено откормить всякими вкусняхами, потом укрыть одеялком и дубасить палками, пока оно не накакает вам подарков. Мне бы это бревно, наверное, потом в кошмарах снилось. А вот детям нравится. И потому кагатио в Барселоне встречается повсеместно. И это тоже кагатио. Ну, как минимум будет. Еще на Монжуике найдется знаменитый музей Жоана Миро, но мы туда сегодня не пойдем. Давайте лучше покажу вам самый красивый и самый помпезный объект Монжуика – Национальный дворец. Это огромное красивенное здание выстроено в стиле испанского академического классицизма. Вы, наверное, думаете, что там жил какой-нибудь король? Не-а. Строение воздвигли менее 100 лет тому, и угадайте для чего? Опять же, для проведения выставки. Мне кажется, что если бы не эти пресловутые выставки, то город был бы раз в 5 поменьше. Все же непривычно как-то. Вот возьмем, к примеру, Бухарест. Там все понятно. Дворец отгрохали ради прихоти безумного диктатора. Классика. А тут, здрасте, всего лишь ради науки. Странные какие-то эти каталонцы, не находите? В наши дни во дворце разместился Национальный музей искусства Каталонии, в котором собраны различные экспонаты, рассказывающие историю региона.
У ворот дворца находится крутая смотровая площадка, на которой по вечерам обожают собираться любители красивых закатов. Отсюда открывается красивый вид на знаменитые 4 каталонские колонны и магический фонтан. Только вот есть одна незадачка. Как я уже упоминала ранее, фонтаны нынче в Барселоне не работают, а потому полюбоваться самым красивым фонтаном города вы не сможете. Хотя фонтан-то этот не простой, а магический. А что если... Я, конечно, не факир, но показать вам такую музыкальную красоту просто обязана. Струйки чистейшей воды, подсвеченные цветной подсветкой, поднимаются вверх на высоту до 50 метров, то сплетаясь в жгуты, то разбиваясь в морскую пену, словно исполняя загадочный магический танец. Ну а по праздникам шоу фонтанов часто дополняют фейерверком и лазерным шоу. Я попала в Барселону в рождественские праздники, а потому встречала Новый год как раз на этой площади. В этом году, поддерживая современный тренд, фейерверк дополнили еще и дронами, что круто разнообразило шоу. Зрелище, должна признать, вышло просто потрясающее. Ну а лучший вид на эту красоту открывается с примыкающей к дворцу площади Испании, на которой, по сути, вторая часть нашего марлезонского балета, то есть пешеходная прогулка по Монжуик, и закончится. Центральный элемент площади – старинный 33-метровый фонтан. Он расположен в середине зеленого островка, вокруг которого по кольцу оживленно шныряют машины. Фонтан представлен в виде трехгранной колонны, символизирующей Испанию, омываемую 3 морями. Второй интересный объект – венецианские башни высотой 47 метров, которые служили воротами для очередной... У меня уже язык не поворачивается про все эти выставки рассказывать. Порой складывается впечатление, что все всемирные выставки проходили именно в Барселоне, и для них постоянно что-то строили новенькое. Ну а третий интересный элемент площади Испании – это торговый центр Arenas de Barcelona. Точнее, сейчас это торговый центр, а раньше это была настоящая арена для корриды. Но так как бои быков давно уже в Испании не в моде, строение решили переделать в торговые площади, сохранив при этом фасад здания. На первом этаже комплекса найдется мультимедийная интерактивная площадка, по которой вместо быков теперь шныряют детки. А на последнем этаже крутая круговая смотровая площадка. Забраться на нее можно либо изнутри бесплатно, либо снаружи на недорогом футуристическом лифте. Так как по Монжуик мы уже нагулялись, давайте теперь посмотрим, какие в Барселоне еще найдутся интересные места, куда можно добраться пешком. В качестве дополнительных любопытных локаций Барселоны, которые не вошли в наш пешеходный маршрут, я бы также назвала первый жилой дом, спроектированный Антони Гауди, Каса Висенс, и яркий футуристический небоскреб, с ног до головы покрытый LED-панелями, башню Акбар.
Строение интересное, но мы их столько разных уже сегодня видели, что лучше опущу детальный рассказ. А вот куда вам точно стоит заглянуть, посещая Барселону, так это в две наши следующие локации, которые находятся недалеко друг от друга. Бункер Эль-Кармель и парк Гуэль. Далековато, конечно, но это смотря как посмотреть. К примеру, от Саграды до парка всего 2 километра. Скажите, много? А вы знаете, что дом Гауди находился как раз в этом парке, и он каждый день, несмотря на возраст, ходил туда-сюда, в Саграду и назад. К тому же в наши дни дорога наверх стала еще и значительно легче, чем прежде. Вот вы где-нибудь видели, чтобы просто так на улице для прохожих были установлены эскалаторы и лифты? Лично я не видела, а в Барселоне такие имеются. И как только они умудряются поддерживать их в рабочем состоянии с учетом капризов погоды и смены сезонов, ума не приложу. А я, значит, ножками поднималась. А можно было так. Помимо Гуэля в Барселоне на самом деле найдется еще очень много разных парков, а если точнее, то их тут около 70. Суммарно 10-я часть города была отдана под парковую зону, и каждый год эта площадь растет примерно на 10 гектаров. Если пересчитать на одного жителя, то выйдет, что каждому горожанину достается более 18 метров парковой зоны. Согласитесь, довольно немало. Но все же среди всего многообразия самым популярным и посещаемым парком является именно тот самый парк Гуэль. А все почему? Да потому что построил его все тот же легендарный Антонио Гауди. Кстати, если вы думаете, что мы сегодня слишком часто о нем вспоминаем, то просто задумайтесь над тем, что из всех 9 объектов архитектуры, охраняемыми ЮНЕСКО в Барселоне, 7 – это творение Антонио. Я думаю, что одного только этого факта достаточно, чтобы оценить масштаб его заслуг. Весь парк как сказочный сюжет какой-то. Этот парк – бизнес-проект друга Антонио, того самого Эусебио Гуэля. Он планировал построить дорогие особняки для элиты Барселоны в модном тогда стиле город-сад. Представлю, что я на Мальдивах. Несмотря на шедевральное исполнение, проект потерпел коммерческий крах. Из 62 участков было куплено всего 2. Один купил сам Антонио Гауди, а второй купил адвокат Триас. Его дом до сих пор красуется среди парка и является частной собственностью семьи. Остальные зажиточные барселонцы предпочли жить в узких кварталах центра, чем переезжать на дорогую просторную окраину. Проблемы с продажами моментально отразились на состоянии проекта. Попадая внутрь, вы сразу обратите внимание, что его центральная часть сильно отличается от остальной. После неудачи продажи участков строительство резко остановилось, из-за чего грандиозным планам по застройке просто не суждено было воплотиться в жизнь. Для туриста, по сути, это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, большая часть парка смотрится довольно пустой. С другой стороны, осмотреть все самое интересное вам удастся буквально за полчаса. Хотя в целом мне парк этот понравился. Выглядит его центральная часть достаточно прикольно. Самыми интересными объектами парка я бы назвала центральный вход с 2 пряничными домиками, которые ранее использовались в качестве жилья для прислуги, и следующую за ними красивую лестницу, украшенную фонтанами с мимишной статуей дракона, возле которой, конечно же, снимали не один фильм. Поднявшись по лестнице, мы упираемся в огромную красивую террасу под названием «Площадь природы», которая обрамлена по периметру извилистой мозаичной скамьей. Между прочим, это самая длинная скамейка в мире, и если верить городской байке, то строительство ее проходило весьма оригинально. Пока бетон еще не застыл, Гауди попросил строителей раздеться и усадил их дружной цепочкой на скамью, благодаря чему впоследствии скамейка приобрела удобную ортопедическую форму.
И чтобы удержать такую огроменную площадь на весу, Антонио пришлось соорудить под ней целый лес из массивных, богато украшенных колонн. И туда, конечно же, тоже можно спуститься. Думаю, здесь в жаркие летние дни самое прохладное место. Ну а моим самым любимым объектом в парке стали его знаменитые виадуки. Изначально Гуэль планировал разровнять извилистый ландшафт парка, но Гауди придумал иной выход. Он использовал перепады высот для построения между ними серии виадуков-мостиков. Все-таки максимально необычные конструкции в парке Гюэль. Больше я нигде такого не видела. Мосты получились достаточно широкие, по ним мог проехать полноценный экипаж, а под ними перекрытия создавали настоящие массивные залы. В их конструкции не применялась современной технологии. Они почти полностью были сооружены из натуральных каменных глыб, которые высококлассные каменщики подгоняли один к другому, формируя колонны, в основаниях которых оборудованы полноценные царские кресла. Удобненько так сидишь и любуешься. Благодаря усердной работе мастеров своды виадуков напоминают настоящие пещеры, а их колонны – окаменевшие деревья. Поэтому порой, разглядывая эти конструкции, достаточно сложно определить, где заканчивается природа, а где начинается творение рук человека. Ну и считаю, обязательно нужно посетить парк Гюэль. Виды здесь потрясающие, плюс очень необычная, интересная архитектура. Правда, посетить его, да и не только его, а по сути все остальные топовые достопримечательности Барселоны не так-то и просто. Билеты порой раскуплены на несколько недель вперед, поэтому, если собрались посетить город, то я бы посоветовала заранее сформировать список желаемых достопримечательностей и оформить заказ билетов еще до начала поездки. Ну а мы с вами теперь отправляемся на соседний холм, где разместилась чуть менее именитая, но не менее интересная достопримечательность – бункер Эль-Кармель. Если вы большой любитель умопомрачительных панорамных видов и истории, то не пожалейте времени отправиться на эту локацию. Бункер размещен на холме Тура-де-ла-Равира на высоте 257 метров над уровнем моря, благодаря чему площадка и приобрела свою популярность. А это, пожалуй, самая молодежная и тусовочная смотровая площадка в Барселоне. С нее открывается потрясающий вид во все стороны города и имеет один большой плюс. Она абсолютно бесплатная. В ясную погоду с холма можно разглядеть даже очертания Майорки, а с другой стороны нам откроется вид на Тибидабо и парк Гуэль. Такую смотровую площадку никак не могли не заприметить военные. Во время гражданской войны 1937 года для защиты города здесь была размещена зенитная батарея. Со временем пушки, конечно, убрали, а вот бетонная смотровая площадка осталась. В наши дни площадку немного облагородили, а в помещении бункера Национальный музей истории Каталонии даже открыл бесплатный филиал, который рассказывает об истории комплекса. Больше всего бункер Эль-Кармель любят именно местные. Они часто приходят сюда большими компаниями, чтобы полюбоваться закатом, заняться спортом или просто прогуляться по извилистым дорожкам. И, кстати, если вам кто-то скажет, что это тихое, уединенное место, чтобы встретить закат, то можете смело удалять такого советчика из контакт-книги. Технический совет, конечно, правильный, вот только малость устарел, лет так на 10. Дело в том, что в 2011 году сценаристам кинохита «3 метра над уровнем неба» захотелось снять на данном бункере одну из ключевых сцен фильма. Безумный кассовый успех киноленты привлек сюда настоящие толпы фанатов, жаждущих подняться на бункер в тщетной попытке организовать романтическое свидание.
Правда, свидания эти проходят, конечно, не так горячо, как в фильме, но от этого легче не становится. Встретить закат на бункере в гордом одиночестве после выхода фильма просто невозможно. Ну и раз я уже заикнулась за гору Тибидаба, то пора бы нам и туда забраться. Тибидаба – это самая высокая точка Барселоны. Если вы хотите полюбоваться городом с высоты птичьего полета, вам сюда. Название Тибидаба переводится с латинского как «тебе даю» и взято было из Евангелия. Согласно преданию, именно здесь дьявол хотел соблазнить Иисуса, предлагая ему безграничную власть. В напоминание об этом писании здесь был возведен красивый храм, поверх которого водружена фигура Христа, обнимающего город. Кстати, статуей этой можно не просто любоваться. К ее основанию тоже можно забраться, и подъем однозначно того стоит. Ведь на вершине храма расположена самая высокая смотровая площадка Барселоны. Но храмами мы сегодня с вами уже порядком налюбовались, поэтому давайте лучше поговорим о второй достопримечательности горы – любопытном парке аттракционов. Конечно, зимой на вершине вам, скорее всего, будет не до аттракционов, а вот летом забраться сюда с детьми – прекрасная идея. Ну и, само собой, не только мы с вами так подумали. Голливуд в этом парке тоже успел отметиться. Местный лунопарк – это один из самых старых парков аттракционов в мире. Вы только вдумайтесь, он был построен еще в 19 веке. Самый настоящий экстремальный антиквариат. Но за безопасность не беспокойтесь. Несмотря на ретро-вид, все аттракционы регулярно проверяют и модернизируют. Вот только взгляните на эти американские горки. В Барселоне определенно фетиш на виртуальную реальность. Также здесь найдется музей старинных автоматов. В 50-х годах его хотел купить Уолт Дисней, но, к счастью, получил вежливый отказ. Ну а самым интересным аттракционом в парке, пожалуй, является вот этот крутой красный самолетик. Не просто игрушка, а настоящий исторический самолет. Копия первого самолета, совершившего перелет из Барселоны в Мадрид в 1927 году. Самолет закреплен на платформе и приводится в движение настоящим винтом. Шумновато, конечно, но зато очень аутентично. Тибидаба – это значимое и красивое место, но в отличие от всех остальных мест, которые мы уже успели посмотреть в Барселоне, сюда, да и во все последующие локации пешком добираться будет уже совсем накладно. Одним из самых распространенных транспортов в городе является метро. Разовый проезд обойдется вам 2,5 евро. При покупке билета T-Casual на 10 поездок стоимость уже снизится до приемлемых 1,2 евро. Билеты можно купить в самом метро, либо же в официальном мобильном приложении. От станции метро наверх туристы поднимаются уже на фуникулере, но удобнее всего все же из города добираться на прямом автобусе Тибибас. Из 3 разных маршрутов самый удобный, пожалуй, тот, что отправляется от площади Каталонии. Ну а если вам надоело бродить по горам, то, может, вы захотите забраться в настоящий лабиринт? Ну а этот зеленый лабиринт вам точно покажется знакомым. Да-да, здесь тоже снимали сцену парфюмера, благодаря чему, собственно, небольшой лабиринт и получил столь высокую популярность среди туристов. Парк де Лабиринт де Хорта – самый старый и аутентичный среди множества парков Барселоны, поэтому неудивительно, что Голливуд приметил его как ключевую локацию для съемок. В целом парк достаточно интересный и неплохо подойдет для неспешных размеренных прогулок. Ну а если вы желаете посетить что-то более шумное,
то порекомендую съездить полюбоваться самым популярным музеем города и соответствующим с ним самым большим футбольным стадионом на планете – Камп Ноу. Да, формально есть еще более крупный монстр в Северной Корее, но, пожалуй, оставим такое завидное путешествие для Лиги тоталитарных стран, а мы с вами все же посмотрим на Камп Ноу. Как вам стадион? Красивый? Только вот вы его таким уже не застанете. В наши дни вход на Камп Ноу закрыт. Здесь проходит реконструкция. И это не какая-то незначительная доработка. Это полная крупномасштабная стройка, которая задумана, чтобы полностью переосмыслить устройство самой крупной футбольной арены. Весь 2024 год Барса вынуждена будет играть на Монжуике, арендуя Олимпийский стадион. Клубу это влетит в нехилую копеечку, но что поделать. Большая задумка требует больших вложений. Легендарный Камп Ноу в рекордные сроки разберут по кирпичикам, а потом соберут заново, благодаря чему стадион станет одной из самых футуристических футбольных арен на планете. Ну а пока это не произошло, вы можете уделить внимание посещению его музея. Фанатам футбола здесь точно понравится. Экспонатов в музее предоставлено огромное множество. Музей разделен на 3 зала. В первом найдется множество исторических фотографий и крутая интерактивная стена. Второй зал выделен для искусства и проведения выставок, посвященных футбольной тематике. Третий зал – это священное хранилище многочисленных трофеев клуба. Ну а после музея гости, как правило, продолжают экскурсию на стадион, но, как мы уже знаем, не в этом году. Ну что ж, отличный повод, чтобы в будущем посетить Барселону еще разок. Ну, а на этом у меня все. Внутри Барселоны все самое интересное мы уже посмотрели. Если же вам и этого списка достопримечательностей будет мало, то могу посоветовать еще 2 крутые и популярные среди туристов локации. Это парк развлечений Порт-Авентура и гора Монсеррат. Правда, находятся они уже весьма далековато за чертой города, но все равно заслуживают вашего внимания. Порт-Авентура входит в десятку крупнейших парков аттракционов Европы. Часто его именуют испанским Диснейлендом, но в отличие от парка Диснея, помимо крутых и быстрых горок, здесь еще найдется аквапарк и куча интересных тематических зон. Ежегодно его посещают около 4 миллионов человек, многие из которых совмещают поездку в парк с осмотром именно Барселоны. Причем парк этот настолько интересный и обширный, что можете смело заложить на его посещение несколько дней. Помимо классического обилия аттракционов, магазинов и ресторанов, тут также проводят все возможные шоу, представления и карнавалы. Развлечения найдутся буквально на любой вкус. Есть тут и экстремальные горки, и водные покатушки, и даже вполне себе не детские бои на испанских галерах. В общем, парк однозначно рекомендую для посещения. Правда, как и в случае с Тибидаба, все же эта развлекушка куда более подойдет для теплого времени года. А потому давайте переместимся к нашей последней на сегодня загородной локации. Гора Монсеррат столь необычна, что вызывает одновременно и восторг, и трепет. Огромные лысые скалы напоминают древних мифических идолов, застывших в камне. Для многих туристов подобная поездка становится главным событием отдыха в Испании. Здесь разбито множество прогулочных тропинок, благодаря которым такая поездка является излюбленным местом для любителей хайкинга. Но самая главная изюминка такой поездки – это одноименный горный монастырь Монсеррат, где хранится одна из самых почитаемых религиозных реликвий – статуя Черной Мадонны. Каждый год более 2 миллионов паломников прибывают сюда, чтобы прикоснуться к этой реликвии. Второй изюминкой собора считается местный хор мальчиков. Даже если вы не верующий человек, то вам все равно стоит посмотреть на их выступления. Это уникальная возможность услышать молодые талантливые голоса Испании.
Но что Порт-Авентура, что Монсеррат – это фактически отдельное загородное приключение, которое займут у вас минимум 1 день. Поэтому не станем сегодня долго их обсуждать и вернемся в город, чтобы подобрать какое-нибудь красивое местечко, где можно подвести итоги нашего путешествия. Помните нашего пухленького котика из района Эль-Раваль? Напротив него разместился модный современный отель «Барсело Раваль», на крыше которого находится неплохой панорамный бар. Как по мне, то это одна из самых лучших панорамных площадок города. Здесь можно полакомиться вкусненькими местными коктейлями, а также полюбоваться панорамой вечернего города и прекрасной горы Монжуик. Да, за Барселону. Ну а если захотите посидеть где-нибудь поближе к центру, то неплохим решением будет выбрать один из панорамных ресторанов с видом на Саграду. В этот раз судьба занесла меня в отель The One, на крыше которого находится небольшой ресторан. Не самое близкое к собору Святого Семейства заведение, но зато достаточно уютное и не перегруженное туристами. Ну, согласитесь, так закончить вечер намного приятнее. И на этой приятной ноте как раз самое время подвести итоги нашего немаленького путешествия. Ну что ж, Барселона однозначно оправдала все мои ожидания. Это действительно один из самых интересных и комфортных туристических городов на планете. Как я и говорила в начале видео, здесь очень много интересных и необычных мест для посещения. А ведь мы с вами за целых 2 полноценных видео успели увидеть лишь малую их часть. Я постаралась сконцентрировать ваше внимание на самых интересных локациях, но ведь есть еще и другие. И чтобы вы не запутались во всем их разнообразии, вот вам обещанный лайфхак. Гуляя по Барселоне, вы могли заметить небольшие таблички с указанием сайта barcelonatourism.com. Это официальный городской проект, где детально на нескольких языках расписано про весь массив достопримечательностей. Здесь можно приобрести билеты, посмотреть время работы, а также купить специальные туристические карты. Подобные карты предоставляют туристу право бесплатного проезда на общественном транспорте, а также позволяют со скидкой посещать различные достопримечательности. Но тут в целом все стандартно. Подобные туристические проекты найдутся и в других городах. Но вот что мне действительно понравилось на данном сайте, то это готовые туристические маршруты, которые эксперты заблаговременно разделили на разное количество дней. Если мой маршрут вам по какой-то из причин не подходит, то можете выбрать любой из тех, которые предложены на сайте. Вот теперь уж точно все. Пока!